вода из залива. Раз ушла, раз придет, раз придет. Появились духи. Ты должен принести жертву, иначе вы отсюда ни в живых не уйдет никто. Оказалось, что мы на могильнике спали, а на площадке на самом деле селище средневековое оказалось. А началось с чего? Во сне просто вот это видел, вот это место. И потом, когда вот вода ушла, лагерем ставили, рюкзаки-то ставим, раз, блин, какие-то бляшки валяются, блин. Поднимать стал, ё-моё, личины. Там бусы там нашли, вот это всадника как раз вот это оттуда. И тут хранитель заходит. Он говорит, нельзя, если ты возьмешь этот медальон, ты будешь помнить свое прошлое. Мы не можем этого допустить, потому что сразу все говорит, нарушится. И так раз таки кусты разбегаются в упор, эти вьетнамцы выбегают в упор, так добивают, так фух, все закрывается. Вышло так, что я потерял грань между миром живых и миром сна. И вот после этого времени во снах стали шаманы приходить. Сказали, что ты должен познать и что светлую сторону, и темную сторону, потому что нет совершенства, пока ты не познаешь, что такое добро, что такое зло. Я, например, знаю, что я здесь нахожусь в последний раз. Смерть — это не сколько конец, это столько и начало. Потому что смерть тебе дает шанс начать все сначала. Просто вот даже на примере моей дочери мне стих запомнился, когда она сказала, что среди дальних миров я искала тебя. А когда я пришла, ты не узнал меня. Вот ребенку 3 года было. Откуда вот это в нем? Меня зовут Панфилов Алексей. Я являюсь работником Пожнинской библиотеки музей, также хранитель вот этого Пожнинского музея. А музей вообще появился из-за носорога. Он раньше жил на балконе, просто домочадцы стали ругаться, что нельзя выйти на балкон. И в 99 году пришлось просить у руководства еще в заводе, когда этот музей находился. И вот так появился у нас музей. Музей был бы заводской, но так как были очень много экскурсий, детей приходили, ну, не всем ребятам интересно же смотреть вот эти железки. И решили мы делать, потому что тем более у нас уже был краеведческий кружок «Викинг», и мы решили сделать его с направлением как краеведческой, что не только железо и продукцию завода собирать, а также собирать и по геологии вот эти, допустим, ископаемые минералы собирать, потом фауну. И уже пошло средневековье, монеты. А все вещи, которые находятся у нас в музее, они найдены на поверхности, как говорится, подъемки здесь нету. Ну, скелет носорога нашли, мы как-то с ребятами пришли на берег и нашли. Помимо в этот год мы не только этот скелет нашли несколько зубов мамонта, нашли потом челюсть пещерного медведя. И также находки были, как говорится, каменное орудие, недостоянку даже нашли, открыли. Среди находок самое интересное у нас, наверное, что было? Украшения средневековые. Мы стояли как раз на Степановом кладбище, у нас рядом находится. И вот волна пройдет, и даже вот видно, раз бусинки соберешь, походишь, раз потом какая-то накладка, поясные попадаются. А самые находки интересные были, это, наверное, каменелости в Пермском море. Мы даже с ребятами специально ходили и собирали фрагменты кораллов, ракушки. Монеты старинные попадаются. Самые старинные монеты у нас находили вот дирхемы. И также на нашей территории находили вот петровские монеты. Хотя летоисчисление у нас якобы позже начинается 1154 год. Но это хорошо подтверждает, что люди же здесь жили всегда. Самая старая находка, если по археологии, если по средневековью, это ранний железный век попадается, это еще до нашей эры, которые многие находки были. Или, например, непонятно откуда находка нашлась, это в огороде нашли бляху из желтого металла, и на нем, допустим, была голова фараона. Вот среди очень интересных находок, например, у нас есть икона, это Федоровская Богоматерь, а нашли ее случайно, совсем просто, когда я ездил в Пермь, и перед входом на металлург была такая здоровая лужа, и посредине доска лежит. Люди просто встают и лужу перепрыгивают. Я своим тогда еще смотрите, говорю, икона лежит. Они говорят, да ну, серьезно, говорю, икона. И когда я из лужи вытащил, и оказалось, что она вся в следах была. И то, что на нее ступали, она треснула пополам. Она у меня долгое время лежала дома, но потом все-таки перенес ее в музей, и вот сейчас она лежит под стеклом музея нашего. Вообще музей нужен для чего? Чтобы у нас не было такого термина среди населения «Иван, не помнящий имени своего». У нас же интереснейшая культура. Мы как раз живем на стыке. Урал — это стык вообще культур.
Тут все есть. Тем более наша территория, где мы живем, это граница ледника. Каменный век здесь, пожалуйста. Ископаемая фауна, пожалуйста. Пермское море, это кто интересуется вот этим. Средневековье вообще интереснейшая культура, даже сравнивать, можно сказать, нечем. Все, что мы восхищаемся, то у нас есть, у нас под ногами. Просто надо уметь смотреть под ноги. Мы когда с ребятами должны были лагерь приготовить, ребята должны приехать на следующий день. Мы с меня со старшим ребенком переехали в речку, Иньву, продукты закинули, площадку выбрали, она продувается, все нормально, поле целое. И мы спать легли. В палатку поставили, и раз ночью чувствую, на меня кто-то смотрит. А окошко сверху, на палатке сверху было, еще сетка-то не сделана была, крыса, на крыше-то. А как раз сначала полнолуние было, такая голова на фоне луны такая заглядывает в палатку. Слышу такие, ха-ха-ха, дети засмеялись. Я такой сижу, какие нафиг дети, тут до деревни 10, до ближайшей. Слышу, такая женщина, тише, 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 а то разбудите их. Я такой, не понял. Из палатки вылажу, а где мы ходили в лагерь, дома стоят. Костры горят кругом, люди в каких-то сарафанах ходят, рубахах длинных. И стал тихонечко к ним подкрадываться. А когда по деревам проходил, там женщина раз такая за стол спряталась, у дерева стояла. А среди них старик такой стоит с посохом, обереги такие на поясе висят. Что вот, мы здесь на поколение существуем, сколько бы времени текло, здесь будем вечно существовать. Я к костру выхожу, а помнишь, мы, говорю, последний раз с тобой встречались, ты мне совсем другое рассказал. Он такой отшатнулся и бросился. Я успел локтем закрыться, вот как раз в фильме это показывают, зубы так у него бум, слечкали. Вот мы с ним схлестнулись. В итоге я ему голову скрутил, фонтан крови, глаза ударил, глаза протираю. Посреди поляны стою, солнышко подниматься, никого нету кругом. Мы вещи собрали оттуда. А потом, когда ребята приехали, ночью все равно, трамвайчик следующий через неделю только будет. Надо где-то останавливаться. И мы лагерь разбили 500 метров от этого места. Вот. Оказалось, что мы на могильнике спали, а на площадке на самом деле селище средневековье оказалось. И вот среди бус и керамик вот зуб оказался, который у нас в коробочке лежит. Энергетика, он у меня 8 лет молитву завернутый вообще был. А потом эти уфологи там приехали, вот это такой бренд, туда-сюда, ты его прячешь. Сколько людей тут в обморок падали. Со второго канала с российского фильма снимали про зуб. 3 раза камера выключалась. Камера работает, оператор не понял, раз крышку открывает, выключит, как будто камеры не было. 3 раза девчонка на фотоаппарат снимает. Трень такого в обморок пала, мы ее на улицу внесли. И более чувствительная, вот прямо, тогда тоже женщина приходила, меня говорит, прямо, говорит, тошнота, так, говорит, подходит, я вообще, говорит, не могу. Раз выбежала на улицу, тоже к этой витрине подошла. Потом приезжал с Крыма товарищ, у него фотоаппарат Nikon заглючил. Он сколько тут боялся, что я, говорит, 2 недели назад фотоаппарат купил, он, говорит, не работает, говорит, потом на улицу вышел, ой, говорит, слава богу, говорит, заработал. Бывает, телефонный ключ начинает. А кудымкарский корреспондент был, он там 2 недели в больницу попал вообще. Я ему говорю, не трогай его. Ерунда. Ну и поплатился. Ходили к стоматологу, тут и даже вот эти с группами приезжали стоматологи, но они подтвердили, что это зуб человеческий. Большой, но человеческий зуб. Вот этот. И то, что он древний, вот это, что он не покрашенный, ничего, вот корни из-за времени такие. Если посмотреть по зубу, даже ему, по сути дела, наверное, больше 1000 лет вот этому зубу. Средневековый могильник. Как говорят стоматологи, что он уже, как говорится, по сути дела, хищник. Человек, который разрывал, как говорится, мясо. Какая-то необычная работа попалась во время. Это здоровый зуб. Там нет ни кариозных пятен, ничего. То, что вот это коричневое, это может быть со временем что-то. Просто. Если могильник 1000 лет, то так вот. Он похож больше на резец. На клык, может быть, даже. Но то, что и 2 корня у него, и по форме они, и по величине. И самое это интересное, вот именно вот сходящийся острый край. Так. У нас вообще существует здесь такая легенда,
что это не я придумал, это написано вот этих в краеведах, даже, по-моему, Тулькудым, что в наших местах где-то, нет, Майкары позже где-то, была деревня этих оборотней или вампиров, короче. И в один прекрасный момент, говорит, вот эти наше население объединилось и вырезали, всю деревню вырезали. Ну, вот еще времена Средневековья, в те времена было. Что-то было такая. Кто его знает, вот как раз и поучаствовал там. Сейчас еще одну грань расскажу, сказку. Короче, мы когда работали с ребятами в работе, в походе были, и мы были около Тамана, в верховьях Тамана, это в Березников находится. Сказка. И во время стоянки я спал в лодке, а ребята спали в палатках на берегу. И вода из залива раз ушла, раз придет, раз придет. Появились духи. Ты должен принести жертву, иначе вы отсюда ни в живых не уйдете никто. Я говорю, какая жертва, вы что, с ума сошли? Со мной ребята 10-летние, 12-летние. Ну что, в итоге на заклан меня отправили. Ну, раз никого не сдаю. Оделся с легким испугом. Знаете каким? Женили. Ровно через год я еще так, еще-то так, примливо, это то еще 30 лет назад было, примливо. И раз, значит, ровно через год у нас пришла девчонка такая светловолосая, голубоглазая, пришла с этим, с братцем. Он такой волосами, как заросший весь такой стоит, давайте быстрее, нам нельзя здесь долго находиться. Потом через 4 года она малявку за ручку привела. Я раз таки попичкал ее, глазки посмотрел, я говорю, глазки-то не мама-то такие глазки. Вертикальные. И 3 года назад я с женой ходил в магазин, покупал куклу, расческу, зеркало и на лодке туда возил подарок. Где грань? Вот мы с женой ходили, я покупал, и мне кто вот эти люди, кто видит вот эту штуку, они все говорят, рядом с тобой, говорит, женщина, говорит, находится. Вообще первая история с чего-то началась. Так, это было, сейчас скажу, примерно в 92-м, 91-м вот этих годах вот этих началось. Потому что у меня ребенок еще маленький был, вот это старший. Сколько ему, годика, 2-3 было. Сначала пришли во сне, пришли ситхи. Вот ты, говорит, скрываешься, мы тебя, говорит, по всей, говорит, Индии это ищем, а ты, говорит, здесь обосновался. Ну ладно, говорит, будем знать, и ушли. И вот через некоторое время, когда прошло, и вот мы во сне стояли перед дверью, 7 человек. Дверь такая, просто посреди дороги дверь стоит. Мы выбрали знания и выбрали путь, чтобы получить знания. А раз, значит, за дверь зашли, и обычная темнота. Слышу за дверью, сын спрашивает у матери, что, говорит, куда, говорит, папа у нас, говорит, ушел, говорит. Она сказала, он, говорит, ушел, и мы, говорит, его больше, говорит, уже не видим. И раз, свет такой, включился, лампочка, и мы оказались в обыкновенном туалете. Стоим такие, и слышим такой голос. То ли искали вы, когда шли сюда, к тому ли стремились. Но мы тогда решили, что мы все равно выбрали этот путь, и мы все равно пойдем ее до конца. И раз такая зала, такая здоровая, такая мраморная, такие колонны, пол такой мозаикой выложенный. И там прошли какое-то обучение. И вот после этого времени во снах стали шаманы приходить. Сказали, что ты должен познать и что светлую сторону, и темную сторону, потому что нет совершенства, пока ты не познаешь, что такое добро, что такое зло. Стали обряды всякие рассказывать. Я стал даже это в тетрадку записывать, называл это записки сумасшедшего еще туда. Думаю, так относился, мало ли всякое примлит, всякую ерунду. Стали умершие еще во сне приходить. Но первый раз, конечно, я испугался чего? А испугался я... Пришла бабушка, она уже у нас умерла, как говорится, давно. И как, говорит, трудно до тебя, говорит, добираться стало, скажи, говорит, моим девкам, пускай передадут мне пинжак. Я говорю, ладно, говорю, передам сама, как здесь? Она сказала, здесь, говорит, нормально, но сказали, что больше к тебе не пустят. Я так себе установку даю, что надо проснуться и записать вот это послание. Глаза открываю, казарма. Люди такие кругом лежат. Кровати стоят двухъярусные. Слышу, боевая тревога, подъем, соскакиваю, оружие, камуфляжным тегом. Не там, я проснулся, ничего сейчас делать, домой-то как попадать, блин. А нас на машины и в город бросили.
Такая мясорубка была страшная. И мы одно здание держали. Из одной группы мы с дружком вдвоем только в живых остались на этаже. Слышу, в Сайгоне 12 часов перемирие идет. Блин, опять этот чертов Сайгон. И дружок такой идет, подходит ко мне и бутылку виски достает. Ну что, говорит, давай, говорит, прощаться, говорит. Нас через 5 минут все равно, говорит, убьют. Нам не выживете, все равно, говорит, что, вдвоем на этаже остались. И раз, значит, только пригубился дома. Ну и помимо еще вот этого, я еще повадился людей водить в храм Акаши. Храм Акаши — это хранилище. Ну, первый, кого, конечно, эксперименты наводить. Конечно, на жене, говорит. Вот первый раз ее повел. И что самое интересное, вот, допустим, конкретный человек видит этот сон, я тоже это вижу. И он также видит, как я его вожу. И сначала идешь, вот такой как коридор такой, и по каждой двери такие стоят, и голос такой: иди к нам, иди к нам, иди к нам. Вот каждая дверь — это эпоха. А мы с ней прошли через огонь, через горящую такую избу прошли. И идем такие через пещеры, а там монахи разносят хворост. Я говорю, это для чего? Монахов спросил, это когда люди ждут своей участи, когда их вызовут, могли бы обогреться. Прошли мы с ней дальше, и раз такой старик такой сидит перед входом на троне такой: тебя, говорит, чего сюда привел? Я говорю, вот привел жену, хочем в прошлой жизни это посмотреть. Ну, говорит, проходи, говорит, дальше, говорит. Заходим мы в залу такую здоровую, и на каждого человека своя ячейка находится. Мы быстренько нашли ячейку жены. На первом листе такие тела такие, в туман такие идут, бесконечности, молодые, старые всякие. И над ними какие-то штуки свешиваются. Я говорю, это все твои перевоплощения, все твои реинкарнации. Ну, это, говорю, неинтересно. Давай, говорю, последнюю смотреть. И вот мы в следующий лист засходим, там такой помост. Мужчина такой небольшого роста, усатый такой, сидит на стуле. Она за его спиной стоит в другом образе. Девчонка лет 12, и пацаненок там 10-8 лет. Публичная казнь и ссылка в Сибирь. Я говорю, о, это, говорю, твои, говорю, это прошлое воплощение. И она раз, значит, медальон свой, о, смотри, говорит, медальон, говорит, мой. И тут хранитель заходит. Что вы здесь делаете? Я говорю, вон прошлую жизнь смотрим. Она говорит, можно? Я, говорит, возьму его, иначе, ну, на память. Он говорит, нельзя, а если ты возьмешь этот медальон, ты будешь помнить свое прошлое. Мы не можем этого допустить, потому что сразу все, говорит, нарушится. Я таки выходить стали, я говорю, а я кем был? Мне же тоже, говорю, интересно. Он такой смеется, кем ты сам, говорит, прекрасно знаешь. Я, например, знаю, что я здесь нахожусь последний раз. Поэтому реинкарнации свои я помню, поэтому последний раз нахожусь. И спустился на свою гримерку. У нас гримерные комнаты такие. И на каждой полке маски лежат. Маски. Я помню свою первую маску даже. И после этого, после посещения вот этого храма, как говорится, я стал их, они проявляться у меня стали во снах. Я их стал видеть, стал их это чувствовать вот эти. И еще мне что там еще объяснили, что наша жизнь, это шаманы объяснили, что наша жизнь — это спираль. Вот она, когда раскручивается по витку, если в жизни, когда перед рождением человек выбирает себе родителей и выбирает себе свою судьбу, потому что мы сюда приходим в этот мир, мы совершенствуемся, мы учимся. Наша жизнь это вообще это школа. И вот если нам даются подсказки на одной руке, нам дана карта препятствий, ну, можно подойти к этому препятствию, говорит, с головой стукнуться, а можно просто его обойти. А на другой руке дается, как мы идем по этому пути. И вот, если что-то мы сделали не так, на следующем витке спирали мы будем уже другие люди, но пока мы правильное решение не примем, мы снова и снова будем возвращаться на этот круг. Я в прошлой жизни, допустим, был в семье военного, но уже жил, как говорится, в США, в штате Вирджиния. И когда вот шофер нас вез с отцом на машине, на пригорке становились, и раз там внизу такие ангары стоят с вертушками, ну что, говорит, сынок, ты выбрал карьеру военного, это уже твоя, говорится, судьба. И во время учебы я с девчонкой познакомился. Ее звали Мэри, и перед самым выпуском мы уже решили с ней пожениться. И когда окончили шум, нам еще нашивку интересную получил я. Я нашел ее в каталоге, между прочим, эту нашивку. Такая круглая нашивка, на ней парашют и планер. Изображен такой красный круг, белый планер на голубом фоне. У меня сразу была командировка в Вьетнам, отправили.
И уже когда служил там, пришло известие, что у нас дочка родилась. А тогда воевали по году во Вьетнаме. И перед самым выходом из дома пришло известие, что жена погибла. И я сделал ошибку. Я решил остаться там строить срок, на второй год остаться. А в 62-м было большое очень поступление вертолетных бригад. Это первый кавалерийский. И очень много погибло этих летчиков на вертушках. Их просто приспособились сбивать хорошо из гранатометов. И вот в долине Бенхай, когда во время патрулирования вертушку сбили ракетой, и вот помню, как уже через меня эта вертушка из болота пала, тащат через болото, и так раз таки кусты разбегаются в упор, эти вьетнамцы выбегают в упор, так добивают, так все закрывается. И такой голос: ты должен был познать свое прошлое, ты должен был увидеть свою прошлую смерть. Ну и в этой жизни я окончил отряд подводного плавания, это на Дальнем Востоке, атомной подводной лодки, по специальности гидроакустика. Полгода прослужил нормально, полгода учебки, полгода прослужил, и начальник группы подошел, сказал: идешь во Вьетнам. Вот она, виток новой спирали. Я снова попал во Вьетнам. Так что вот она, снова кружок возвернулся. Есть просто сон, есть информация. И вот сон, когда приснился, ты утром забыл, какая-то фигня снилась, вот утром проснулся и даже не помнишь. А тут идет вот эта информация. Она для чего дается? Чтоб ты осмыслил, что-то сделал ты не так. Или что-то должен подчеркнуть вот этой. Если в прошлой жизни я воевал во Вьетнаме, на вертолете, говорится, воевал, в чем была моя ошибка? Может быть в том, что я оставил свою жену, оставил свою дочь. И в этой жизни должен подчеркнуть, что я должен быть, как говорится, рядом. Должен вот это подчеркнуть. А все это произошло после посещения вот этого, как говорится, храма. Стал вот эти вот видеть сны. Вышло так, что я потерял грань между миром живых и миром сна. Просто грань у меня исчезла. И вышло так, что я просто у меня нету простого сна, а путешествия в мирах вот этих. До этого я за собой не замечал, что видел, допустим, домовых еще что-нибудь такое. А уже, как говорится, в возрасте, считайте, мне было уже сколько, около 30 лет, и вот стал именно видеть вот эти всяких сущностей, вот всяких этих духов. И также вот эти путешествовать во снах по параллельным мирам. Стало понятно, что мир, как говорится, разделен на конкретные, как говорится, части. Если даже на то самое, что самое интересное, если бывал в той же самой Пожве, дома стоят те же самые, вроде объекты те же самые, но люди живут совершенно другие. Можно вы делать вывод, что это находится параллельный мир, что слоев его много, как говорится, как слоеный пирог этот получается, что если в этом жизни какое-то дело происходит событие, то оно непосредственно может даже отражаться на другой мир, вот эти всплески. Вот, а еще появлялся все время для отдыха, просто если хочется отдохнуть, и такое чувство проваливался в такой вот, мир, что там нет людей. Стоят просто вот эти развалины, говорится, вот эти древние, говорится, вот эти храмы, но людей нет, животные ходят, вот всякие вот эти. И знаешь, что туда можно всегда вернуться, говорится, спокойно отдохнуть. Даже вот не надо, просто глаза открываешь и хуп, там оказывался. Ну, люди подобные встречаются. В свое время тоже у нас одним товарищем встретились. Он тоже организатор путешествий. И он говорит: скажи честно, тебя, говорит, дурачком не называют? Я говорю: нет. Он говорит: интересно, говорит, почему? Я говорю: я 7 лет рукопашный бой преподавал. Он такой, говорит, тогда, говорит, понятно, говорит. Так что я спокойно к этому отношусь. Даже в свое время, когда рассказывал про этот зуб оборотня, так, была такая выписка в интернете написана «Сумасшедший музей».
что я вот это браги там напьюсь, у меня начинает глючить, говорится, и начинаю всякие вот эти байки всякие рассказывать. Ну, сразу говорю, что я не пью. Короче, в прошлом году приезжал этот специалист, этот, ну, там они путешествовали на катерах, и раз такой, я им рассказывал, постояли, посмеялись, он мне такую визитку свою дает, на, говорит, это, ну, держи, говорю. Я раз врач, я раз вроде смотрю, вроде гинеколог написано. Я говорю, у нас вроде с вами понятия-то разные. Он такой, ничего, если что, говорит, это. Посмеялись, он уехал. Я в очке идел, посмотрел. Врач, гипнолог, психотерапевт. Я ему еще говорю, ну все, теперь мне никто ни бумажку не подпишет. Он говорит, какую? С детьми вместе работать. Тоже поржали с ним, посмеялись. Он сейчас у меня этот ВКонтакте в друзьях. Кто-то говорит, что кукушка меня съехала, я раз говорю, что рукопашную преподавал, ладно, что дурачком ты в открытую не говорят. Многие в основном говорят, что дар. Ну вот, благодаря вот этому, вот, пожалуйста, музей появился. Мы когда первый раз раскоп разбили в 96-м году, я говорю, не там раскоп разбили, а не смысленникам. Я говорю, тут надо искать. Раз бусину, раз подвеску. Ты где, говорит, ищешь? Я говорю, здесь лежит. Не вот то, что используете меня, когда мы с Эльдаром работали, с тобой, говорит, хорошо, говорит, бери, приткнулся, стоянка, бери, приткнулся, стоянка. Как первая заповедь, говорится, вот стал на место, если тебе, говорит, место нравится, значит, раньше тут люди жили. Произошло у меня вот эти находки. Один раз в одном месте нашли очень много артефактов. Вообще не то, что этот артефакт, там даже капища нашли, по сути дела. И вещи очень такие ценные. Это как раз ламаватовская культура, вот это пермский звериный стиль. А началось с чего? Во сне появились, это, как говорится, на территории на той ходил, где потом на это были находки, и черная личность в маске. И у него, главное, как рог такой висит, и он парализующий. Она что, на меня не действует, я его скрутил за шкирку и поволок. Смотрю, Мара стоит, с этими еще двое рядом. А между прочим, Мара очень красивая женщина, светловолосая такая. Я такой, Мара, в чем дело? Какое право ты имеешь мне мешать, если меня послали, чтобы я этим людям в это место показал? Она раз своих увела, и больше, они больше не мешались. Просто вот это видел, вот это место. И потом, когда вот вода ушла, вот находка была вообще случайная, я просто поставил потом. Лагерем ставили, рюкзаки-то ставим, раз, блин, какие-то бляшки валяются, блин. Как это, думаю, как от двигателя, что ли. Поднимать стал, ё-моё, личины. Там бусы там нашли, вот это всадника как раз вот это оттуда. Потом личина там, человеколосие, стоящий на задних лапах, потом мужчина, женщина и ребенок между ними. На ящере стоящие. Бусины, да что-то нашли, наконечники. Или еще один случай. Я охотой увлекался. В свое время понял, что пришел конец охоте. Перед охотой уже завтра на охоту найти, говорится, есть такой сон. Вижу, сидит тетерев на дереве, я раз в него выстрелил, и виду, что в крыло попал. Он раз так на угорок только спанировался и утянул сюда. Смотрю, его глухарка, это прикрывает его. Я выскакиваю, ружье перезаряживаю, смотрю, а по поляне девчонка бежит. Такой-то рубаха какая-то длинная у него, так платье. И пацана за руку тащит 8-летнего, а у парня вся рука в крови. Я такой утром стою, блин, я сейчас как на охоту ходить буду? Я вообще же с ума сойти. А если правда это? Ладно, думаю, так показалось. И уже при выходе, говорится, из леса рябчика подстрелил. Рябчик пал, и как заревет. Я сколько рябков за свою охоту перестрелял, но не было такого, что рябчик ревел, как ребенок. Я такой раз пришел домой, я все. Пришло время вина, мне все завязывается с охотой, и после того больше охоты не ходил. Оружие все назад, это милицию сдал, кажется, как на реализацию. Больше не хожу на охоту. Ну вот сейчас с фотоаппаратом просто хожу, кажется. Природу фотографирую, но охоты уже нет, уже больше не занимаюсь. Бывает и во время сна, а бывает видение, например, с тем же самым зубом или с тем же самым, то, что вот этот произошло, когда мы с ребятами у атамана были. Это уже явно не сон. Как говорится, тут это уже никуда не денешься от этого.
Я просто почему-то, я говорю, спокойно к этому отношусь и к миру мертвых, и как бы, ну что бояться? Зло они все равно никакое не сделают. Хотя кто его знает. Раз такие стычки происходили, ДКГ, да? Кому-то голос выворачивать пришлось, кому-то еще такое. Ну, всякое бывает. Вот насчет этих вещих снов и предсказывания. Вообще вещи сны — это то, что неосознанно приходит. А есть осознанное сновидение. Была такая замечательная книга, написана тибетским ламой, я не помню, как имя у него, называлась «Аура. Путешествие в астрале». Там как себя контролировать во время сна. Вот когда начинаешь вот это изучать ее, вот если книжка тебе идет, ты просто раз таки глазки закрываются, бам, отрубаешься. Вот на самом деле сколько раз проверял, из форточки фук, вылетел. И даже можно было увидеть, что на шкафу сверху лежит. Вот это уже осознанное сновидение. И там тоже написано, что в первую очередь надо учиться не бояться вот этих всяких сущностей, которые тебе встретятся. А там на самом деле сначала эти сущности всякие за окном встречались. Это ничего такого здесь нету. И был такой смешной случай даже. Вот тут тоже вроде почему реальность и где сон. Когда я шел очередной раз по этому коридору, вот с этими, с эпохами-то, дверь одну открываю, а там квартира чья-то. И девчонка спит. А у них э, на столе клетка с попугаем стоит. Попугай как заметался по клетке, как заорал, блин. Девчонка раз такая подскочила, так. Она пук, назад пала, уснула. На следующий день я пришел на работу. Женщина там когда инструмент в кладовке получала, женщина там как раз рассказывает. Сегодня у нас ночью попугай чуть с ума не нашел. Все, говорит, на ноги поднял. Говорит, как начал, говорит, по клетке метаться. Я такой, блин, похоже, надо прекращать ходить по этим. Если уж в квартиру попадать стал, так это что такое? Чтобы сохранять свою информацию, я сначала стал записывать. У меня был такой дневничок, назывался «Записки сумасшедшего». А потом стал проще, стал рисовать вот эти миры. И я, когда вот группа приезжает, ну, туристов, я показываю стиль вот этого рисунка и объясняю, почему даже рисунок получается один и тот же. И я говорю, показываю вам окошко. Это как мылом стекло намылили и просто тряпочкой протерли. И что самое интересное, кто перенимает вот это уроки, вот эти рисования, они тоже начинают рисовать духов, вот эти миры начинают рисовать. И даже вот в интернете связывались, и мы даже не ожидали, что мы, оказывается, так рисовать здорово можем. И именно вот такую тему. И вот когда рисуешь картинки, вот прямо чувствуешь, как это, как ветер шумит, или вот это море рисуешь, прямо соль на губах. Был такой случай интересный. Туристы, бывает, выбирают себе эти картинки. И женщина попросила меня, ты что, говорит, кто нарисован? Я говорю, демон нарисован. Можно я, говорит, я его возьму? Я говорю, ну ладно, говорю, возьмите. Через 5 минут приходит такая, нет, не надо. Я говорю, почему? Он мне зубы показал. Я говорю, просто он не хочет, чтобы его забирали, эту картинку. Все, она эту картинку оставила. И вот я просто стал рисовать мир, который я вижу. И даже вот эти картины, вот это мои, я за обед рисовал по 3-4 картины. Они все разошлись, и что самое интересное, кто картины вот брал у меня, они все отсюда уехали. И мне в свое время сказали, твои картины лучше дома не вешать. Я говорю, почему? Они у тебя, говорит, зовут в дорогу, а дома, говорит, покой хочется. Я иконы ведь рисовал тоже в свое время. Вот это моя первая икона нарисована. Чудо Георгия Змея. А так этот рисовал. И получались эти рабочие иконы. Их потом даже ходили, освещали церковь, но потом сказали, их можно, говорит, не освещать. У тебя, говорит, картина, говорит, точно та самая. Тебе, говорит, можно иконы не рисовать. У тебя, говорит, энергетика на них точно такая же. Для рисунка нужна вот эта щетка от генератора, контактная щетка обыкновенная, лист А3, можно А4. Если А3, возьмешь А4, обведешь, чтобы рамочка была, и можно рисовать. Тут главное знать технологию рисунка. Сначала наносим первичный слой. Потом жесткой резинкой вот это все надо убирать.
Нам надо, чтобы бумага задралась и стала более такая ворошистая. Так. Все. И сейчас уже можно вот это, уже, вон она уже ложится. Потом берешь резинку и если надо более мягкие такие вот эти тона углубленные, то мягкой резинкой. Вот. Горы рисовать тут карандашом с ума сойдешь, а тут вот. Вот и вдалеке. Вот, допустим, если это вода, можно найти. Ну вот, для жизни можно еще вон это сделать. Ну и вот, махом. Я говорю, картинки махом рисуются. Если вдаваться в религиозную систему, мы должны достигнуть высшего существа, да, и раствориться, говорится, в нем, ну, если по буддизму, если по христианству, по все, чтобы быть достойными. А чтобы все это пройти, мы должны совершенствоваться, наполняться вот этим знанием, наполняться вот этой энергией. А чтобы наполняться энергией, нам же проще дано, вот эти 10 заповедей, ну, соответствуй их, накапливай свою ману, говорится, вот эту энергию. Мы сюда приходим для совершенствования, мы здесь учимся. Именно дух-то мы закаляем свой дух. Человек — это оболочка физическая, а душа — это как раз это сама сущность. Смерть — это переход, переход в другую сущность, в другое, как говорится, мир. Смерть — это не сколько конец, это столько и начало. Потому что смерть тебе дает шанс начать все сначала. Люди помнят, когда реинкарнация или против каких-нибудь катаклизмов, которые они пережили, аварии, еще чем, когда у них в голове вот этот сдвиг произошел, или перед последним приходом сюда, когда они уже подводят итоги своих воплощений и переходя на новый уровень, они вот это вспоминают свое прошлое. Просто вот даже на примере моей дочери, когда вот я говорю, садик наш это скал, она вот про всякие миры, про звезды рассказывала, про всякие планеты. Потом я просто еще думал, откуда в ребенке вот это все заложено. И у нее еще свежа вот этот путь перехода у маленьких детей из реинкарнации. И они еще помнят свою прошлую жизнь. А потом тоже уже зашлифовываться постепенно, новая информация, накопление. И у них вот эта память все больше стираться. Раз она когда ходили, помнишь, говорит, на нашу крепость, говорит, черные, говорит, напали, всех побивали. Я говорю, какие черные, негры, говорю, что ли? Она еще на меня таким взглядом посмотрела, какие негры? Арабская конница, весь гарнизон вырезали. Ты что, забыл, что ли? Просто, видимо, что мы в прошлой жизни тоже с ней были, как говорится, рядом. Тоже знали друг друга. И вот она сказала еще про одного человека, кого она знала. И вот мне стих запомнился, когда она сказала, что среди дальних миров я искала тебя. А когда я пришла, ты не узнал меня. Вот ребенку 3 года было. Откуда вот это в нем? Вот память про реинкарнацию вот эти прошлой жизни. Почему сейчас много в жизни страданий? А вы с религиями-то посмотрите, что делается. В людях, да не то, что в людях, в храмах-то Бога-то нет. Мы просто сами к этому идем. Мы Бога-то уже сейчас ни в чё не считаем. И вспоминаем только о нем, когда это нам выгодно. Мы просто сами изгнали из своей души Бога, а еще сейчас хотим, чтобы не было страданий. Страдания для этого и являются, и приходят, чтобы мы снова в вере, как говорится, объединились. Сейчас выбор у человека очень большой выбор, и возможностей много. И что им ближе? Есть, допустим, индийские вот эти течения, есть христианские течения, есть мусульманские течения. Тут больше всего зависит от веры человека, в какой он среде он воспитывался. Можно сказать «Ом мана пандехум», можно сказать «Ла илля иналлах Мухаммед Расулаллах», или это «Во имя Отца и Сына», вот сколько молитв тоже знаю. Бог един.
Ну, по сути дела, на самом деле деградация есть. Потому что я говорю, что сейчас даже в храм приходишь, и там нету Бога. Люди тоже перестают совершенствоваться. Они уходят от на самоназначения, вот именно знаний. Они отходят от знаний. А та деградация идет. Почему? Просто потому что мы уходим от своих истоков. Уже в голове у людей все так перемешалось, что, ну, сейчас зеленые фантики только вот одна вера. Все уже ставят деньги, 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 все, но потом деньги. Просто даже люди сами не понимают, что деньги-то просто так тоже не даются. Они просто даются для чего-то. Значит, что-то должен, как говорится, благотворительность какой-то заниматься, еще что-то такое. Или потратить на какое-то, на внутреннее развитие, еще что-то такое, духовное какое-то развитие. А у нас понятие сейчас какое идет? Деньги должны делать деньги. Больше ничего. И поэтому, наверное, больше мы всего из этого страдаем, что в душах-то Бога-то уже не стало мало. Апокалипсис, он, по сути дела, уже необходим, чтобы человечество снова объединилось, чтобы все народы снова объединились, а их объединить только может беда. Общая радость никогда еще людей не этот, потому что сразу появляются завистники, у кого-то корова больше молока дает, у кого-то трава сочнее, да, это на покосе. А вот беда, она всегда объединяет. И поэтому надо ждать апокалипсиса. Потому что все равно рано или поздно начнется. Сейчас только еще, по сути дела, начинает зарождаться. Если люди не спохватятся, то это может разлиться, растечься. Пока это просто так еще. Вот как можно сравнить с вулканом, когда еще вот это первые такие хлопки начинаются, вот этот дым, еще гейзеры вот начинают появляться, но еще выброса нет. Когда выброс начнется, мало уже не покажется, и поздно уже. Народ сам должен созреть. Как говорится, волшебный пендаль должен быть, а вот это есть катаклизм, это есть волшебный пендаль. Им душа, сердце все само подскажет, куда правильно идти.